Мы готовы? Начинаем. Привет, это Светлана и мои арт-диалоги. Наконец-то мы победили коронавирус. В марте будет уже год, как мы живем в полном коллапсе. В стране официально стартовала общая национальная кампания по вакцинации. Что мы имеем на сегодня в мире искусства? Какова судьба арт-диалог фестиваля 2021? Я постараюсь вам об этом всем рассказать. Дорогие друзья, наконец-то мы победили коронавирус, и теперь мы можем свободно путешествовать, ходить в рестораны, в магазины. И все это без масок. И самая счастливая новость для нашего фестиваля и всех музыкантов – это то, что все концерты живые и все с аншлагами. Хотела бы я так начать свой очередной влог. Но скажу следующее. В марте будет уже год, как мы живем в полном коллапсе. Это режим постоянных отмен и переносов концертов, ограничение количества публики и соблюдение дистанции, ношение масок и дезинфекции рук, запретов на въезд и выезд в другие страны. За этот год мы привыкли к тому, что живем планами на один день. Мы все очень устали. Какова же ситуация у нас в Швейцарии? В связи с напряженной обстановкой на вирусном фронте наш кабинет министров принял решение ужесточить меры против распространения коронавируса. Кстати, я забыла вам сказать, что мы находимся в Берне. Многие полагают, что Берн – столица Швейцарии, хотя скорее это просто политический центр страны. Политический, потому что как раз в этом здании заседает Федеральный совет и парламент. Так вот, этот Федеральный совет продлил срок действия мер, принятых в декабре 2020 года, еще на 5 недель, начиная с понедельника, 18 января 2021 года. Закрываются рынки и магазины, за исключением продовольственных. Зато киоски, магазины на заправках и вокзалах снова могут заработать после 19:00, а также по воскресеньям. Собираться вместе как дома, так и на свежем воздухе можно не больше 5, включая детей. Вопросы о школах решаются кантонально, и школьники пока посещают учебные заведения. Переход на удаленную работу стал обязательным там, где это возможно. Если работать из дома невозможно, то сотрудники должны будут в помещениях носить маски. Рестораны, культурные, спортивные и развлекательные учреждения закрыты до конца февраля. Массовые мероприятия в присутствии аудитории по-прежнему запрещены. Это был, так сказать, официальный перечень ограничений, а я вам расскажу, как это выглядит изнутри. У нас в Швейцарии много чего закрыли. Многие сферы бизнеса терпят кризис. Но есть и хорошие новости. Пока дети ходят и в садики, и в школы. И еще в кругу семьи можно петь. А еще у нас остались открытыми горнолыжные курорты с отелями и ресторанами, которые, правда, обслуживают постояльцев только этих самых отелей. Вся ситуация эта очень комична. И на сегодняшний день лишь 32% жителей Швейцарии все еще доверяют Федеральному совету. Таковы результаты последнего опроса общественного мнения. В октябре 2020 года этот показатель составил 38%, а в марте 2020 года 61%. Люди недовольны, собирают подписи для референдума. Я немного объясню. У нас хорошо работает система референдума, то есть право граждан обсудить и даже отменить любой закон, уже одобренный парламентом. Для этого всего нужно со дня публикации закона в течение 100 дней собрать всего 50 тысяч подписей. Так вот, инициатива по сбору подписей на референдум по отмене закона о пандемии собрала уже 90 тысяч подписей. Мы ждем голосования, но не раньше июня. А как бы вы проголосовали за или против ковидных ограничений? А какие запреты и ограничения действуют в вашей стране? Я, например, знаю от моих подписчиков из Германии, что там обсуждается полная остановка общественного транспорта. И уже остановлен
комендантский час. Это значит, что после 20:00 выходить нельзя. А во Франции даже после 6. В Греции решили возобновить занятия в школе, но с условием, что все окна и двери должны быть открытыми, а если будет холодно, должны взять одеяло. А вот в Австрии и в Италии проходят многочисленные протесты. Интересно бы знать, что вы об этом думаете. Пишите в комментарии. В понедельник, 4 января 2021 года, стартовала официально кампания по вакцинации. Вакцинация в Швейцарии бесплатная и не является обязательной. Каждый может решать, хочет он это сделать или нет. Правительство Швейцарии пообещало пройти вакцинацию в первых рядах. Тем самым министры хотят успокоить людей, которые скептически относятся к прививкам от коронавируса. А как вы относитесь к вопросу о вакцинации? Вы уже сделали прививку или собираетесь? А может, наоборот? Пишите в комментариях. Что мы имеем на сегодня в мире искусства? В Швейцарии уже год не могут нормально работать люди всех артистических профессий. Оркестры могут проводить репетиции только в тех залах, которые соответствуют новым санитарным нормам. Чтобы сохранить субсидии от государства, оркестры должны записывать концерты онлайн и, разумеется, без публики. Например, я получила сообщение об отмене одного проекта, так как аренда зала казино, соответствующая новым нормам, составляет за 3 дня 27 тысяч швейцарских франков. Это в 4 раза превышает обычные расходы оркестра на аренду зала. Проект отменили, а музыканты остались без денег. Но самая главная проблема состоит в том, что мы теряем публику. К сожалению, культура – это не приоритет для европейских политиков, поэтому нам очень нужна ваша поддержка. Нужны ли концерты онлайн? Кому? Сколько это стоит для оркестра и к чему это все ведет? Какова судьба арт-диалог фестиваля 2021? Обычно в это время я уже имела план всего фестиваля с подтвержденными залами, артистами, проектами. Сегодня мы все еще ждем. Мы приняли решение перенести наш фестиваль на осень и готовимся на сентябрь-октябрь. Я верю, что 10-й выпуск арт-диалог фестиваля пройдет, как всегда, с успехом. И вас будет ждать много интересных проектов и имен. А это Цитклок, что в переводе с немецкого означает «башня с часами». Она была построена в 13 веке. Мы продолжаем мечтать и творить, потому что без этого мир искусства невозможен. Я уже совсем скоро красиво оденусь и поеду слушать концерт классической музыки, потому что я так соскучилась. Это пища для моей души, это будет совсем скоро. А еще я хочу сказать, давайте замечать красоту, которая окружает нас. Давайте научимся чему-то новому и откроем в себе новые таланты. Вот мой пример. Я закончила курсы, стала блогером и начала вести свой YouTube-канал. Хотя 44 года я посвятила музыке и уже 10-й год руковожу фестивалем. Кстати, говорить на камеру – это никогда не было моей сильной стороной. Но 2 месяца назад я попробовала, и я надеюсь, что эта попытка удалась. В следующих видео мы планируем побеседовать с музыкантами, менеджерами и людьми из артистического мира, чтобы узнать, как они переживают этот сложный период, какие видят выходы из сложившейся ситуации. И может это даст кому-то из вас надежду на будущее или поспособствует рождению новых революционных идей в нашем мире классического искусства. Я всех вас благодарю за подписки и комментарии, я все их лично читаю и отвечаю. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть и услышать на нашем канале, и мы с удовольствием это для вас снимем. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и наши соцсети. До скорого! Маски обязательные.
Но если ты хочешь быть без маски, тебе нужно взять только бутылку, просто с ней гулять. И тогда все нормально. Сегодня Нет, пока дети ходят в школу, в стране стартовала официально стартовала что? Таковы результаты. Ну, я уже сказала эту фразу. Так вот,